От пациента. Боли в области живота с иррадиацией по реберной дуге вправо, некупируемые НПВС. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 66 лет, дата исследования 8 ноября 2024 года. Область исследования, органы брюшной полости и забрюшинного пространства. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких, на уровне сканирования, очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров, правильно расположен. Печень КРП 142 мм, КРЛ 51 мм, контуры четкие, ровные, нативная плотность +8 +118 ху. Диаметр портальной вены 12 мм. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Желчный пузырь удален. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Холедах до 7 мм. Поджелудочное железо размером 29, 26, 27 мм с четкими контурами. Паренхима диффузно неоднородна. Плотность +18 +83 ху. Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена, селезенка не увеличена. С четкими, ровными контурами. Без РДЖ контрастных очагов. Капсула прослеживается на всем протяжении. Надпочечники не увеличены, обычной структуры, Y-образной формы. Правая почка нормальных размеров, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена, удвоена. Мочеточники сливаются на уровне верхнего края тела L4. Рентгеноконтрастные конкременты в средней группе чашечек конкремент до 7 на 4 мм, плотностью до +1116 ху, в нижней группе до 3 мм, плотностью +457 ху. Сосудистая ножка почки структурна, на основной артерии сформирована добавочная артерия 2 мм, идущая в ворота почка. Паранефральная клетчатка интактна. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Левая почка нормальных размеров, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Лоханка расположена экстраренально, ее передне-задний размер 23 мм. Рентгеноконтрастные конкременты в средней группе. Конкремент до 4 мм, в нижней до 2 мм, плотностью до +1057 ху. Сосудистая ножка почки структурна, паранефральная клетчатка интактна. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Диаметр аорты и нижней полой вены в пределах возрастной нормы. По стенкам аорты и ее ветвей многочисленные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. Смежные замыкательные пластинки L4, L5 склерозированы. В области пупка сформировано грыжевое выпячивание сальника до 16 мм, диаметр грыжевых ворот 15 мм. При внутривенном болюстном введении контраста, очаги патологической васкуляризации не выявлены. Паренхиматозные органы накапливают контраст без особенностей. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно, без особенностей. Заключение. КТ-картина состояния после холецистектомии, диффузных изменений тканей печени и поджелудочной железы, добавочной артерии правой почки, МКБ, двухстороннего нефролитиаза, неполного удвоения правой почки, экстраренального расположения лоханки левой почки, атеросклероза аорты, пупочной грыжи, умеренно выраженных дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела позвоночника, спондилита L4, L5. Рекомендована консультация терапевта, уролога. 5 февраля 2025 года. КМН, доцент Котов МА, а заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Чего-то катастрофического в животе не вижу, но для болей в нем есть масса причин. Изменение тканей печени и поджелудочной железы, камни в почках, неполное удвоение правой почки, выраженный атеросклероз аорты и ее ветвей. Тут нужно не только КТ, но и результаты анализов, а также консультации специалистов, в первую очередь терапевта, уролога.